Всем здравствуйте, приветствовать. Видос будет про самопальные аморты и перевертыши на баге, канистра. Пока вы смотрите, как я прикручиваю потеряшку на место, введу вас в курс дела. Мы тут настроили немного интересных машинок, но аморты пока не осилили, поэтому я проебал несколько интересных гонок. Но всасывания последних новых кишек от гасалевских амортов мне хватило всего 20 минут на кроссовой трассе в Борисове. Поэтому за основу новых стоек я взял что-то посерьезнее, кусочек МАЗа. После перевернул, а также соединил все это шлангами в одну локальную сеть с компрессором, ресивером, манометром и воздушным клапаном, для управления давляком прямо из ковша. Пшикает хорошо. Вот рули немножко палочек, которые я зачем-то сюда прикрутил. Вот это подкачка новых стоек, про изготовление которых и пойдет дальше разговор. Вместо передних тоже надо будет прикрутить что-то поинтереснее. Начнем. Нам нужны передние амортизаторы от МАЗа именно вот с такой этикеткой. Только эти разбираются без болгарки. Вот, кстати, те, что разбирается болгаркой, а также подделкой из газели. Так это выглядело на багете. Хуже может быть только стойка из кайлаверов от Вага. Вернемся к поделкам. Нам нужно собрать вот такой набор деталюх на столе и щелкнуть пальцем, вот так. Теперь нам нужно кастрировать старую дуйку с двух сторон. Готово. Для мягких прыжков через эстакаду я использовал в своих перевертышах переднюю пружину от классики, а также усиленную заднюю пружину от Passat B3 в универсале, что дало в итоге хорошую прогрессию, хотя серьезных прыжков пока еще не было. Работой стоек я пока доволен. Ну да, вернемся к изготовлению перевертышей. Прежде всего нам нужно раздеться. Вот так. После чего можно начать работать. Что ж. Нет, не годится. Пожалуй, вот этот серп подойдет. Начнем с самой экскремальной части. Вентиляция внутренней колбы. Берем шуруповертыватель и делаем немного высокоточных отверстий в колбе. Не думайте, что все не размечено от балды. Хотя отчасти так и есть. После вентиляции нужно убрать засранцы с внутренней стороны дырок. Для этого хорошо подходит запасной поршень от мазовского амортизатора. Возюкаем туда-сюда, пока не станет красиво. Ошметки засранцев лучше периодически смывать или выдувать. После можно еще пройтись немного ножом-колупалкой по дыркам для лучшей вентиляции масла. Вот так. А что ты делаешь? Не знаю. Как я и говорил раньше, все дырки насверлены в конкретных точках хода именно моей подвески, вам они скорее всего не подойдут. Хотя с учетом моего проеба с диаметром перепускного шланга, все они могут оказаться универсальными. А вот здесь нам нужна вставочка про рукоделудие с донным клапаном, прошу отвести детей от экрана. Хотя жестких кадров уклинивания этого клапана молотком у меня не оказалось, его нужно застопорить и просверлить отверстие на 5, масло через которое должно ходить в обе стороны. Нужно это, чтобы компенсировать прослабленное после переворачивания стойки усилие на раскладывание. В идеале, наверное, заставить этот клапан работать асимметрично, тогда сверлить его будет не нужно. Обратите внимание на порядок шаёбок по умолчанию. Каждому комплекту идет по упорной шайбе с бортом, который дает шаёбкам изгибаться и тем самым приоткрывать каналы в поршне для протечки масла. Упорные шайбы важно не перепутать в плане направления борта. В моем случае я перекинул одну шайбу из нижних на фото к верхним. Чуть позже покажу сборку и за что они отвечают. Пока давайте раздербаним с 8 до 11 мм отверстия в поршне, которые работают при сжатии аморика. После дербана лучше немного штифтануть поверхность, убрать засранцы ножом-колупалкой. О да,
Так лучше. На штоке уже стоит упорная шайба и один гибкий шайб. Накидываем поршень и проверяем правильность сборки откручивалкой труднодоступных шурупов. Далее ставится толпа шайб, отвечающих за раскладывание всей поделки. Заканчивается этот бутерброд второй упорной шайбой, ставить которую нужно именно так. Осталось взять гаечного клея и собрать все до кучи. Да блять. Да крутись ты. Да что с тобой не так? Может ты USB? Вжух. Теперь нам нужен шуруповерт для болтов где-то на 22. И еще разок. Ну вот и славно. А теперь я покажу вам, как купить себе убиралки засранцев разных размеров. Вот это неплохой вариант от Стеллакса. Такой же по размеру, как и хороший белорусский, только неразборный без болгарки. Ну и кишки у него отличаются по конструктиву, разбирать я их дальше пока не стал. 50-миллилитровый поршень. А вот и кусок чермета, который я не знаю, куда теперь деть. Несмотря на больший диаметр самого ароматизатора, внутри прячется удлиненная газелевская колба с кастрированными шайбами и микропоршнем. Поэтому будьте бдительны и покупайте только настоящие беломорты с этикеткой, что я вам показывал ранее. Также отличительная особенность настоящих разборных амартов – это пластиковый пыльник. Эту штуку мы вкрутим на шток перевертышка, где нарежем резьбу М20. И впхнем в нее тисками такой плавающий сайлент-блок, предварительно оттокаренный. Берем капролон, жигашланг тормозной, пипсики, трубку и медяху с 4 мм внутри. Делаем такой набор и прожариваем все между собой бластером. Вот и расширительный бычок. Поршень в бочке не должен клинить, иначе масло не сможет спокойно возвращаться в аморт, и мы получим провал. Но при этом должен разделять масло и воздух. Похоже на хуету. Я знаю, спасибо. Блять, ты куда? Тебе же еще работать. Вот ты где. А вот так тормозной поршень от поджерика превращается в крышку. Бочка для масла и воздуха. Кажется, подходит. Теперь сделаем пипсик из пипсика. Слишком длинный. Сейчас исправим. Зубная палочка в помощь. Готово. Теперь прожарка специальным световым бластером. Пипсик также подвергаем прижарке к крышке. Теперь нужно соединить аморт с бочкой для масла и воздуха. Поэтому стругаем медь с пластика. Берем синенький набор и отрезаем лишнюю медь. Вставляем пипсик в медяху и вальцуем обратный конус. Фистинг от жиги немного не налазит на шестую медяху, поэтому его нужно прокачать сверлом. Готово. А вот так выглядит результат регулировки перевертыша с неправильной бочкой и шлангом. Не повторяйте такое дома, у себя дома. Досталось и покрышки. Поделка зафиксирована в свистках. Нужно проверить компот, который будет залит внутрь. Без вишенок, но думаю сойдет. К вопросу развоздушки и гравицапы. Поршень сейчас стоит так, что в бочке минимум масла. Исправим это. Ничего лучше мне в голову не пришло, как высосать весь воздух вместе с маслом самодельной отсасывалкой в бочку, а затем выдуть взад поднятый в бочке воздух в аморт. Готово.
Берем дырявую колбу, погружаем в почти недырявую колбу и заливаем все компотом по самые края и даже немного больше. Компота нужно много, он постоянно куда-то исчезает. Вот так. Песок и остатки предыдущих бочек внутри главной колбы нежелательны. Теперь просто послушаем музыку, пока я буду топить поршень в компоте. I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got it. Закомпощено. And we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby, I don't need no space. Come closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like Но наваливать еще, к сожалению, рано. Из таких деталюх нам нужно изобразить подпятник и присварить его к аморту. Готово. Это держалка масла-бочка, как ее приварить я вам не покажу. Зато покажу запчасти для межпружинной болванки. Вот такой. Хочу крепы, спасибо, пойдет, USB крепа. Пристрись. Хуй не наварил на хуйне? Все за ЭБС. Ну показывай, че ты там наприкручивал. Отъебне. Нет ебне, еще же слой краски будет. Вот так. Теперь из пыльника китайцы и пары кругляшей делаем доп. Ресивер, поскольку основные маслобочки оказались маловаты и давляк изменячится на 1,5 атмосферы при полном сжатии аморика. Синяя болванка. Пришло твое время. Хуяк. Варить шланги к бочкам я пока не умею, поэтому скрутил на хомут и впер обратный клапан рядом с компрессором. Так вот. Похоже, для видоса осталось снять аморты не дрожащими руками и насвалить типа все за ЭБС. Так и сделаем. Вот это я насмолил, на самом деле я толком не успел на них катануть. Поэтому продолжение следует, и чтобы оно следовало в нужном направлении, а не нахер, пишите в комментах свои идеи по слежующему видросу. Всем пока! Если на тесте ничего не отрыгнуло, значит тест не удался. Ну а заткнуть вентиляцию покрышки, пока у всех резко наступила зима, мне видимо не удастся.